Через 24 часа все изменится. 1 мая 2026 года. Объединенные Арабские Эмираты, страна, которая 60 лет качала нефть под флагом картеля, просто хлопнут дверью, без согласований, без предупреждения союзников. Третий по размеру производитель ОПЕК уходит в одиночное плавание в момент, когда мир захлебывается в самом тяжелом энергетическом кризисе за полвека. Брент пробил отметку $126 за баррель. Это 4-летний максимум. В Лос-Анджелесе бензин на заправке Chevron стоит больше $8 за галлон. В Тегеране водители часами стоят в очередях. В Европе обсуждают карточки на топливо. А посреди этого хаоса Абу-Даби спокойно объявляет, что больше не играет по общим правилам. Картель, созданный 60 лет назад именно для таких моментов, для координации, для контроля, для удержания цен, впервые за свою историю теряет ключевого игрока в разгар войны. Не после кризиса, не до него, а прямо посреди. И самый неудобный вопрос – почему именно сейчас? Что они знают такого, чего не знаем мы? Чтобы понять, что произошло 28 апреля, надо отмотать пленку на 66 лет назад. Багдад, сентябрь 1960 года. Жара под 40. В небольшом зале без кондиционера сидят 5 мужчин, представители Ирана, Ирака, Кувейта, Саудовской Аравии и Венесуэлы. Они подписывают документ, который через десятилетия поставит на колени экономику Запада. Идея была почти наивная. Каждая страна по отдельности слабая. Цены диктуют 7 американских и британских компаний, так называемые «7 сестер». Платят копейки, забирают миллиарды. А вот если объединиться и договориться, кто сколько качает, можно перевернуть рынок. Первые 13 лет об ОПЕК почти никто не слышал. Скучная контора в Вене, пока не наступил октябрь 1973-го. Арабские страны в ответ на поддержку Израиля просто перекрыли кран. За 3 месяца цена на нефть выросла в 4 раза. В Америке очереди на заправках по 2 часа. В Европе выходные без автомобилей. Мир впервые понял, что эти спокойные люди в Вене держат руку на главном вентиле планеты. В 1967 к картелю присоединился маленький эмират в Персидском заливе – Абу-Даби. Тогда это были песок, верблюды и первые скважины. В 1971 несколько таких эмиратов объединились в Объединенные Арабские Эмираты. Никто тогда не думал, что через полвека именно они станут теми, кто разломает картель изнутри. С 1973 года ОПЕК стал почти мифом. Картель, против которого американские президенты бессильны. Звучит мощно, но вот что от этого мифа осталось к 2026 году? В 70-х ОПЕК контролировал больше половины мировой добычи. Сегодня около 33%. В 2014-м американцы запустили сланцевую революцию, и США из крупнейшего импортера нефти превратились в крупнейшего производителя. Норвегия, Канада, Бразилия – все наращивали добычу вне картеля. В 2016-м ОПЕК пришлось пригласить еще 12 стран, включая Россию, и переименоваться в ОПЕК+. Простая аналогия. Старый дворовый авторитет, который когда-то держал весь район. Прошли годы, появились сетевые магазины, полиция, конкуренты. И вот авторитет уже не диктует, договаривается. А чтобы сохранить лицо, приглашает в свою бригаду новых ребят. Это и есть ОПЕК+ образца 20-х. И теперь, почему ОАЭ ушли? Это история, которую копили 20 лет. С 2017 года Эмираты бесятся от одной цифры. Их реальная мощность – 4,8 миллиона баррелей в день. По соглашению ОПЕК им разрешено качать только 3,2 миллиона. 1,5 миллиона баррелей каждый день лежат в земле. Это около 150 миллионов долларов выручки в сутки. По скромным подсчетам, за 8 лет Эмираты потеряли больше 200 миллиардов долларов на этих квотах. Зачем держать? Чтобы поддержать цену. А поддержать цену надо было прежде всего саудитам. У них бюджет сверстан под высокую нефть. То есть
Эмираты годами субсидировали саудовский бюджет за свой счет. И они смотрели, как Ирак спокойно превышает свои квоты. Как Россия в ОПЕК+ постоянно нарушает соглашение. А с Эмиратов спрашивали строго. Министр энергетики ОАЭ Сухейль Аль-Мазруи после объявления о выходе сказал в интервью CNBC жесткую фразу: «Близко к тексту, мы вышли в момент, когда это нанесет минимум ущерба нашим друзьям». Дипломатично. На самом деле это означает противоположное. Мы вышли в момент, когда вы не сможете нам ничего сделать. Время удара выбрано идеально. Война идет. Ормуз закрыт. Саудиты загружены кризисом по уши. Трамп ненавидит ОПЕК и публично называет картель грабителями мира. В такой момент уйти значит уйти безнаказанно. И вот цифры, от которых саудитам становится страшно. Из всего мирового резерва свободных мощностей картеля половина теперь принадлежит стране, которая больше не в картеле. Аналитик Йорги Леон из Rystad Energy написал клиентам: уход ОАЭ забирает из рук картеля одну из главных опор. ОПЕК становится структурно слабее. Главное, у Эмиратов цель добывать 5 миллионов баррелей в день к 2027 году. Это объявлено официально. Через 1,5 года Абу-Даби планирует качать столько, сколько сегодня качает вся Венесуэла, без всяких квот. Кому захотят, тому и продадут. Картель, который 60 лет учил мир бояться единства производителей нефти, впервые показал свою настоящую природу. Никакого единства там нет. Есть конкуренты, временно связанные общим интересом. И как только интерес расходится, они режут друг друга так, как не резали бы чужих. А чтобы понять, в каком интересе они сейчас расходятся, надо посмотреть на одного человека. На того, кто 28 апреля написал в Truth Social 7 строк, которые потрясли нефтяной рынок. Вашингтон, 28 апреля. Послеобеденное время. Дональд Трамп в овальном кабинете листает Truth Social. Через минуту в эфир уходит пост, который через четверть часа будет на всех мониторах нефтяных трейдеров планеты. Перевод. Иран только что сообщил нам, что находится в состоянии коллапса. Они хотят, чтобы мы открыли Ормузский пролив как можно скорее, пока пытаются разобраться с ситуацией со своим руководством. Что, я считаю, у них получится. 7 строк. И весь нефтяной мир замирает. Дальше. Странности. Трамп не уточняет, кто именно из Ирана и кому в США это сообщил. Тегеран в тот же вечер выпускает опровержение. Никакого коллапса, конфликт продолжается. Госсекретарь Рубио утром того же дня в эфире Fox News говорил совсем другое, что иранцы тянут время и торгуются за каждую запятую. То есть пост Трампа противоречит и Тегерану, и его собственному госсекретарю. Здесь надо понимать особенность Трампа. Он играет в реальность. Если громко повторять, что что-то уже произошло, рано или поздно, это начинает влиять на саму ситуацию. Это не стратегия, это инстинкт продавца недвижимости, который 40 лет торговался за манхэттенские отели и научился, что слова создают цену. Простая аналогия. Вы продаете квартиру за 100 тысяч, но говорите всем: у меня уже 3 покупателя по 120. Может, правда, может, нет. Через неделю реальный покупатель приходит и думает: тут очередь, надо брать быстрее. И платит 115. Без всякой очереди. Трамп 28 апреля заявил рынку: Иран сломан, скоро сдастся. Это сигнал трейдерам успокоиться. Это сигнал саудитам не паниковать. Это сигнал европейцам не давить с переговорами. Это сигнал самим иранцам: мы знаем о ваших проблемах больше, чем вы думаете. И вот горькая ирония. Рынок не послушался. На следующий день Брент не упал, а подскочил еще на 6% и пробил $118. А еще через сутки – 126. Трейдеры посмотрели на пост и не увидели за ним ни одного факта, только риторику. Но за этой риторикой есть один настоящий, очень тяжелый факт. Тот, который Трамп упомянул вскользь. Они разбираются с ситуацией со своим руководством. За этим событие, которое случилось 1 марта 2026 года и до сих пор остается открытой раной для всего исламского мира. Тегеран, 28 февраля
2026 года. 2 часа ночи. На Иран обрушивается первый совместный удар США и Израиля. Бомбардировщики Б-2, истребители F-35, крылатые ракеты с подлодок, цели, ядерные объекты, Натанс, Фордоу, Исфахан, ракетные базы корпуса стражей и, главный сюжет всего конфликта, резиденция верховного лидера Аятоллы Али Хаминеи. К утру 1 марта Хаминеи мертв. 86 лет, 36 из которых он правил Ираном железной рукой. Удар попал точно. Тегеран 2 суток молчал, потом подтвердил. Чтобы понять, насколько это изменило все, надо вспомнить, кем был Хаминеи. Он не был просто президентом. Он был верховный лидер, одновременно политический глава, главнокомандующий армией и высшая религиозная инстанция шиитского ислама в стране. Никакое решение в Иране не принималось без его одобрения. И вдруг этого человека нет. И никого, кто бы мог сразу занять его место. Простая аналогия. Корпорация, которой 35 лет руководил один человек. Сам подбирал заместителей, сам отстранял амбициозных. И вот он умирает без четкого преемника. Оказывается, у него 4 заместителя, каждый из которых считал себя следующим. Что начинается? Грызня, союзы, предательство. И ни одного решения, которое можно принять быстро. Это ровно то, что сейчас в иранском руководстве. На бумаге есть совет экспертов, который должен выбрать нового верховного лидера. На практике этот совет расколот. Старая гвардия консерваторов хочет повторить Хаминеи. Молодые революционные гвардейцы хотят жесткого военного. Прагматики хотят кого-то более гибкого, кто сможет договориться с Западом. Трамп 26 апреля выразился по этому поводу откровенно, близко к тексту. Их лидеры мертвы. Это хорошо. Эти ребята поспокойнее, но между ними самими разлад, постоянная грызня. То есть американский президент публично подтверждает, у Ирана нет единой власти. С разными группами Тегерана американские дипломаты ведут разные переговоры. Один канал говорит одно, другой – другое. Запад 20 лет мечтал, что иранский режим расколется. Этот момент настал. И оказалось, что договариваться с расколотым Ираном еще сложнее, чем с единым. Потому что любая договоренность с одной фракцией немедленно отвергается другой. Если вы досматриваете до этого места, поставьте лайк. Это правда помогает каналу. И напишите в комментариях, что вы думаете о таком исходе для Ирана. Падение режима – это шаг к свободе для иранского народа или начало еще большего хаоса в регионе. В середине апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи через посредников в Пакистане передал Вашингтону предложение. Открывая Ормуз, США снимают блокаду, обе стороны прекращают огонь, а ядерная программа откладывается на потом. Для Ирана это было максимум того, на что они могли пойти. Для США – неприемлемо. Рубио в эфире Fox News сформулировал жестко, близко к тексту. Иранская ядерная программа – это причина, по которой мы вообще в это ввязались. Если режим останется у власти, рано или поздно они снова потянутся к бомбе. Между предложением Ирана и постом Трампа о коллапсе рынок понял главное – войне не видно конца. И главный ее приз – узкая горловина воды между Ираном и Оманом – продолжит кровоточить. Посмотрите на карту Персидского залива. Между Ираном с севера и Оманом с юга узкая полоса воды. В самом узком месте 34 километра. И через эту щель в обычное время каждые 6 минут проходит танкер. 20% мировой нефти, 25% мирового сжиженного газа. Каждый 5-й литр бензина в вашем баке когда-то прошел через эту точку. Ормузский пролив – это не маршрут, это аорта мировой энергетики. С 28 февраля проход через пролив фактически остановлен. Иранский корпус стражей минировал отдельные участки. С 13 апреля США в ответ ввели морскую блокаду иранских портов. И теперь действуют 2 блокады одновременно. Иран не пускает чужих в пролив. США не выпускают иранскую нефть из иранских портов. Ежедневный транзит танкеров через Ормуз рухнул до однозначных цифр. Международное энергетическое агентство
в отчете использовала формулировку, от которой трейдеры сидеют, близко к тексту. Это крупнейший срыв поставок в истории нефтяного рынка. Не один из, самый крупный. Цифры рисуют кривую, от которой трейдерам становится физически плохо. 23 апреля Brent – $105, 26 апреля – 108, 28 апреля, в день поста Трампа, 111. 29 апреля Трамп подтверждает, что блокада продлится, и за один день нефть прыгает на 6%, до 118. 30 апреля, прямо сегодня, $126 за баррель. 9 дней роста подряд. Чтобы вы понимали. Год назад нефть стоила 75, 6 месяцев назад – 80. С конца февраля цена выросла больше, чем в 1,5 раза. Goldman Sachs выпустил отчет с почти панической фразой. По их подсчетам, война и блокада забрали с рынка 14,5 миллиона баррелей в день. Это больше, чем добывают США. В 3 раза больше, чем добывает Россия. Аналитики Citi пишут открытым текстом. Если поток через Ормуз не восстановится до конца июня, Brent уйдет к $150. Это уровень, какого мир не видел никогда. Даже в 2008 году пик был 147, и это считалось апокалипсисом. Citi сейчас спокойно прогнозирует 150 как базовый сценарий. Энди Липоу из Lippow Oil Associates добавил фразу, от которой холодеет даже привыкших ко всему трейдеров. Близко к тексту. Даже если война закончится завтра утром, рынку нужно от 4 до 6 месяцев, чтобы вернуться в норму. Надо разминировать пролив, разгрузить танкеры в очередях, перезапустить заводы. Полгода высоких цен – это минимум. И вот возвращаемся к Эмиратам. Потому что ровно в этой картине войны без конца, пролива без танкеров, цены без потолка, Абу-Даби 28 апреля положил на стол ОПЕК заявление о выходе. Они не уходят в спокойную воду, они уходят в шторм. И уходят туда не потому, что их выгнали, а потому, что они 20 лет готовились именно к такому шторму. У Эмиратов есть терминал в Фуджейре, в обход Ормуза. Атомная станция Барака, 4 реактора, 25% электроэнергии страны. Суверенные фонды на $1,7 триллиона, больше ВВП Испании. Авраамовы соглашения с Израилем 2020 года, прямой канал в Вашингтон. И 1,5 миллиона баррелей в день свободной мощности, которые они теперь могут продавать кому угодно по любой цене. Война в заливе разорила Иран, измотала Саудовскую Аравию, поставила на колени мировую экономику. И в этой же войне выиграла одна страна, та, которая пришла к ней самой подготовленной. Вспомните все, что мы сегодня прошли. Эмираты выходят из ОПЕК 1 мая. Картель, основанный в 1960-м, к 2026-му превратился из всемогущей силы в скрипящую конструкцию. 7 строк Трампа от 28 апреля, в которых он объявил Иран коллапсирующим. Ночь на 28 февраля, когда американо-израильский удар уничтожил Хаменеи. И Ормузский пролив, узкая полоска воды, которая сейчас почти пуста. Все эти линии сходятся в одной точке. Эта точка – наш бумажник. Потому что нефть в $126 – это не цифра на экране Bloomberg. Это литр бензина, который дорожает на каждой заправке мира. Билет на самолет, который растет в цене на треть. Хлеб, который везут на дизеле. Электричество, которое местами все еще делают из мазута. Инфляция, которая забирает у обычных семей последние сбережения. И вот философский удар. Мы привыкли думать, что миром правят идеологии. Демократия против автократии. Свобода против диктатуры. Это красивая картинка. Но если вглядеться внимательно, за всеми красивыми фасадами всегда оказывается один и тот же предмет – бочка нефти. Войны 1973, 1991, 2003. Революции в Иране и Ливии. Санкции против Венесуэлы. Дружба США с саудитами. Авраамовы соглашения. Тихий уход Эмиратов из ОПЕК. Все это про одну и ту же черную жидкость.
Идеологии меняются, флаги меняются, президенты приходят и уходят, а бочка стоит на месте, и за нее дерутся поколение за поколением. И самое тревожное, мы только в начале новой партии. Уход ОАЕ – это первый ход в раскладке, которая будет складываться годами. Дальше – ответ Саудовской Аравии. Что станет с Ираном после войны? Позиция России в ОПЕК+. Китай, который тихо скупает нефтяные активы по всей Африке и Латинской Америке. Каждый из этих ходов – отдельная история. Если хотите видеть, как партия разворачивается дальше, подпишитесь. На следующей неделе разберем то, о чем почти не говорят в новостях. Как Китай за последние 5 лет тихо стал крупнейшим покупателем иранской нефти в обход всех санкций. И почему именно это, а не американский флот, может оказаться решающим фактором в том, чем закончится война в заливе. А пока посмотрите еще раз на цифру на ближайшей заправке. Она уже не прежняя. И это, похоже, только начало.